Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Виктор Максименков, исследователь-искатель. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей, здравия слушателям. Сегодня тема нашей беседы «Мы все пришельцы». Вот я даже и не знаю, что сказать в начале, такое у нас громкое название. Поэтому, Виктор, передаю тебе сразу микрофончик для раскрытия темы. Ну а там, по ходу, если вопросы появятся, будем задавать. Прошу. Благодарю, Алексей. Действительно, мы здесь собрались для того, чтобы напомнить, что фактически все люди Земли рассказывают нам о том, что они прибыли сюда с других планет. И поэтому в этой видеоконференции предлагаю собрать эту информацию и наконец-то напомнить, откуда, какие виды человека прибыли на нашу Землю, когда, что они сюда принесли, и даже показать все-таки тех обезьян, которых создавали на Земле. Потому что вы знаете эту теорию, которую 100 лет всем рассказывают, что кто-то произошел от обезьяны. Но все академики и профессора почему-то не объясняют, а кто именно от обезьяны произошел и когда. Мы здесь поможем и с этим, покажем, кого же создали на основе обезьян, фактически. Нам это нужно, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Отсюда постоянное искажение, исправление истории, потому что прошлое вы не знаете, значит, полностью не имеете своего будущего. Вами управляют, направляют куда-то. А куда вот вас направляют? Вот вы живете в любом государстве. Скажите, а куда вас ведут? То есть вы даже не знаете, куда это государство плывет. Все равно как корабль. То есть мы собрались на каком-то государстве, корабле, плывем. Куда? Никуда. Откуда мы плывем? Ниоткуда. От обезьяны какой-то плывем. То есть, куда вас везут? Может, вас на бойню везут? Зачем вас туда везут? Почему? Какой цели вы достигнуть должны? Нет никаких данных. Ну, как вы понимаете, все это не просто так. Официалы нам, к сожалению, не помогут. Они все заняты поиском той обезьяны, от которой произошли. Огромная куча там профессоров, академиков, но доказательств ровно ноль. То есть вы бы так и скажите, что ну это теория, она не имеет никаких подтверждений. Но раз это теория, так извините меня, давайте тогда хотя бы 2-3 варианта основных теорий происхождения человека. Потому что так делают наука, действительно, инженеры. Когда мы чего-то не знаем, мы собираем информацию хотя бы по 2-3 основным направлениям, близких к истине. Нам же, когда дают одну теорию, и говорят, ну это лучшее, что мы имеем. Нет, это не лучшее. Это как раз наука, превращенная в религию, где надо только верить. Доказательств нет, но вы должны в это верить. Просто вам забивают мозги совершенно пустотой, ничем не подтвержденными фактами. А факты эти прямо противоречат тому, что было известно изначально. Потому что, опять же, мы проводили эфиры по этому видео, что на Земле присутствуют люди, обычные люди с красной кровью, но есть еще и разные виды крови, в том числе и голубой крови. Вот именно обезьян создавали на основе голубой крови. Об этом я все покажу, расскажу. Там есть и черная кровь, то есть огромное разнообразие жизни во Вселенной, которое собралось как раз на нашей планете. Потому что вы видите, что люди все разные, и они, мягко говоря, не могли произойти от чего-то одного. То есть это разные виды, которые жили в разных уголках, ну, в первую очередь, нашей галактики, а потом попали на нашу планету. И здесь живут и развиваются. Ну, по крайней мере, тех, кто выжили. Потому что те же самые веды белых народов, а мы знаем, что как раз белые народы и веды – это просто знания недавнего прошлого, говорят, что у нас имеется как минимум 4 основных типа белого человека.
То есть белый человек, у которого 16 энергонов в крови, то есть душевная структура, у кого серый цвет глаз, они вообще называются изначально даорийцы. То есть и считаются первыми пришельцами на нашу землю, а именно на нашу прародину, северный праматерик Даарию. Ну, скорее всего, они оттуда и получили название даорийцы. То есть это род Раи, Расичи. То есть Рай — это планета, которая изначально они прибыли. Это к тому, что многие скажут, ну, рая тут никогда не было, там кто-то его недавно придумал. Дорогие друзья, просто надо изучать известное прошлое нашей Земли. Тогда все станет на место. Откуда этот рай, откуда эти раи, они же расичи. Потому что по легендам, по ведам, они прибыли на нашу Землю 460 тысяч лет назад, даже больше. И прибыли с Земли раи, вращающейся вокруг Земли звезды Тара, которая входит в чертог созвездия небесной коровы Зиму. То есть Тара — это полярная звезда. Вы знаете, что многие народы, мягко говоря, ценили эту звезду, поклонялись. А все оказывается не просто так, потому что оттуда они прибыли. И поэтому они в Дарии, ну, как бы место своего проживания назвали Раи. Ну, он же рай, искаженный по-современному. Их рост как раз от 1,75 м до 3 метров был. Волосы светлорусые или почти белесые. А группа крови первая. Это тоже очень важно, потому что, опять же, это самая древняя группа крови по признанию науки, а потом вам рассказывают про какую-то 1000 лет истории, хотя группа первой крови по их же исследованиям, ну, тем данным, которые у них есть, появилась минимум 60 тысяч лет тому назад. И она, кстати, является универсальной для всех остальных. То есть там очень интересные тайны крови завязаны, и не показывают, кто был изначально, кто несет этот изначальный заряд. Опять же, цвет глаз, то есть цвет души серый, стальной. То есть, почему такой цвет глаз? Потому что глаза — это зеркало души. И вот именно там, где зародился этот вид человека, то есть это соответствует видимому диапазону спектра излучения родного светила и звезды Тары. Вот именно отсюда и связь, как бы место зарождения и цвета глаз. То есть у нас как бы солнце, которое мы видим, оно белое. Ну, то есть люди здесь не зарождались, они зарождались в более энергетических как бы звездах, а потом перемещались сюда просто на кораблях. То есть подтверждение всех этих легенд мы видим не только исследования по крови, но и вот эту Дарью. То есть это карта Меркатора. По мне это просто искажение от хранилища карт, то есть мир карт, собрание просто карт древности, той же Тартарии, которая тоже, мы тут ее найдем, потому что опять же прибыли из звезды Тары. Она как бы, почему она родственница Тарха, то есть нашей Земли? Потому что отсюда и возьмутся тартары, так называемые. Так самое смешное, что подобную историю примерно рассказывал Будда. То есть он сак. Саки — это как раз родственники скифов. И он рассказывал, что он родился в непростой семье. Его предками были арии, выходцы из Арктии. То есть, кстати, сереброглазые, как бы, это выходцы Арктии, то есть Северного полюса, прародины человечества. Он рассказывал, что жили они на далеком севере, потом в силу климатических изменений переместились на территорию между современным реками Днепром и Доном. А главная, одна из главных бодхивисаттв буддизма опять Тара. Она же звезда, она же спасительница. То есть, и как бы, когда мы видим символы буддизма, то мы видим фактически такие же славянские символы. То есть вот эта зеленая стрелочка — это мудро, красная стрелочка — это 4 как раз пары года. Ну и, соответственно, вот этот камень Алатырь, 8 основных праздников, 4 мужских, 4 женских. То есть буддизм, он вышел из славянского ведизма, в принципе, как и зороастризм. И хоть, конечно, изначальный вид Будды они изменили, но это был как раз высокий человек до 3 метров роста. Потом понятно, что они меняли этот вид этого Будды под себя.
чтобы люди не спрашивали вопросов, почему белые люди там кого-то чему-то учат. И опять же, откуда почитание этой богини Тары? Почему? Потому что они жили возле звезды этой Тары, и она осталась путеводной полярной звездой. Она также, Тара входит в созвездие Зимун, малой медведицы. То есть название внутреннего солнца нашей Земли Тарх, а его сестра Тара. Соответственно, вместе это Тархтары, ну или сокращенно Тартары. То есть вы когда будете спрашивать, почему там Скифия вдруг стала Тартарией, он будет рассказывать небылицы какие-то, то вспомните, что это вот Тары полярной звезды и Тарха, нашей фактически Земли. То есть откуда пришли, куда заселились, примерно так же и назвали. Ну, все не просто так. И опять же, это полярная звезда, большая и малая медведица, это основные как бы ориентиры, плюс основное почитание. Почему? Да, оттуда прибыли, вот и весь секрет. То есть родовая память Расичей хранится о всяких там битвах с темными силами, почему они в том числе расселялись, уходили от этих войн. Но их особенности, они умеют отличать правду от кривды. То есть понимают скрытые намерения. Из-за этой способности Расичи больше всего и пострадали в ночь Сварога, то есть как раз в наши времена. Плюс они оставили нам доарийский круголет числа Бога. То есть вот эти 16 чертогов, на которых построена славянская астрономия, астрология, это как раз их изобретение. Просто, ну, чтобы вы знали, откуда вообще все это бралось. То есть каждый свой род как бы вкладывал свои знания, передавал их, а их основных 4. То есть письменность их – это траги. Она же доарийская образная система письма. Да, сейчас вы ее не поймете, потому что вам образование просто уничтожили эти бесы. То есть у нас правая часть мозга работает на образах, левая на логике. Именно поэтому уничтожили и логику, и образование. То есть сейчас это просто набитие мозга пустыми фактами, что, как мы и говорили в предыдущих видео, приводит к одному эффекту. То есть приводит 98% гениев в школу, а из школы выходит только 2% гениев. Остальным забили мозг мусором, никаких образов не дали, никакой логики не дали, а дали кучу информации про каких-то там обезьян, еще кучу всякого бреда, который никак не работает и полностью опровергается предыдущими знаниями. Ну и выходит человек, который ничего не понимает, кто он, где он, а соответственно, куда ему там двигаться, он как бы уже ни на что не способен. Вот и вся задача системы. Почему нам это и надо самим делать и изучать. То есть траги читаются в 4 направлениях. То есть сначала справа налево, второй слева направо, потом идет горизонтальное чтение, вертикальное, нисходящее, восходящее. То есть вы прекрасно знаете, что многие народы читают по-разному. Кто-то слева направо, кто-то справа налево, кто-то вверх-вниз. Так вот это как раз остатки тех образных восприятий, которые остались в разных частях мира. Притом наука знает, что вот это узелковое письмо, оно как бы распространено по всему миру. Но остается вопрос, а кто его принес? Ну вот его принесли белые люди. Отсюда как бы его не могут понять другие народы. Также считается, что часть вот этих объемных символов, тоже узелковое письмо, называется объемными трагами или вязью. Считается, что эти символы как раз легли в основу крито-микенской культуры, как также культуры Древнего Египта, Междуречия, Китая, Кореи, Японии, то есть всех видов иероглифического письма. Об этом мы говорили в предыдущих видео и в новых видео поговорим, потому что как бы история до того, как немецкие сатанисты влезли в нашу историю и начали там выдумывать про 1000 лет, у нас начиналось минимум 5300 лет тому назад с глобального потопа. И как выжили скифы на территории Вавилона и начали строить свою новую империю, опять же, всемирную. Фантастика, но именно такая история в книгах присутствует до 17 века. Потом еще один род белых людей,
Харийцы. То есть, опять же, белые люди, 16 энергонов души, зеленые глаза. Второй из четвертых изначальных родов. Расы. Почему раса? Раса это белый чистый. Опять же, белый бог есть любовь. Вы знаете, что любовь это понимание причинно-следственной связи, то есть люди богов ведают. А белый, потому что у нас весь свет белый. То есть в белом цвете есть все цвета, они туда входят, но не перемешиваются. Если их выделять отдельно, ну, получаются отдельные виды людей. То есть рост харийцев был изначально самый высокий, 3,5 метра. Поэтому, например, вот карта Южной Америки 16 века, приезжают европейцы, так называемые, и встречают гигантов. Белокожих, высоких, которые там и жили. Ну, это скифы, как мы в предыдущих видео показывали, как скифы жили в Америке прекрасно. Глаза зеленые. Чем более яркий цвет глаз, тем более одаренный человек. Волосы почти всегда русые, но определенно светлые. Группа крови может быть не только первой, но и второй. Резус всегда положительный. То есть еще один вид белого человека. Род Хара прибыл на Мидгард-землю с чертога финиста ясного сокола. Он же Рарох. Ну, сказка про финиста ясного сокола не просто так создана, чтобы напомнить, откуда прибыли. По современному созвездию Ориона или системы Солнца Рада, в которой была их прародина Земля Траара. Вот почему у нас по всей Земле построены эти пирамиды в виде созвездия Ориона, как раз для обеспечения в том числе и связи сверхдальней космической с этим созвездием. Считается, что заселились они на Северном материке примерно 274 тысячи лет тому назад. К ним относятся восточные русы, северно-восточные прусы. Пруссия это поморские русы. Скандинавы в том числе. Англосаксы, норманы, галлы, исландцы. Ну и разные другие народы расичи. Как бы это то, что нам известно сейчас. Потомки этого рода отлично работают с любой техникой. Умеют улавливать сущность и принципы работы механизмов, которые видят впервые. Поэтому о них в Ведах говорится как о лучших навигаторах. Кроме того, именно харийская коруна была признана универсальной системой письма белых людей. Хотя каждый из родов имел свою письменность, но как бы она самая простая в познании. Ну, там, где они жили на северной прародине, их называли Хара, эту территорию. Их главные характеристики — мудрость и проницательность. Их признание — познавать. Ну, соответственно, ничего удивительного, что даже в 20 веке вышла эта Виманика Шастра, которая рассказывала про космические корабли, какие были принципы, какими пользовались до этого наши предки. То есть вся эта информация, в принципе, есть. Она просто, соответственно, никому не интересна, никто ее не систематизирует, иначе она опровергнет весь этот бред про обезьян. А вот это харийская коруна. Перед нами опять же матрица 12 на 12. Руны — это тайные образы с глубинными смыслами. Но основных их 144. Хотя есть данные о том, что как бы общее количество около 5 миллионов известных. То есть это тайные образы. И тут мы увидим как бы все, что связано с жизнью, опять же, на нашей Земле. Есть тут руна и 5, и раз, и рос, и тьма, и много других. То есть, в принципе, мы это используем, ну, в супер сокращенном виде. И как бы именно харийцы, а также арийцы жили по внешнему периметру территорий, контролируемых расой. Именно поэтому их роды как бы преуспели в военном искусстве. Харийцы всегда считались отличными воинами, правда, с большим уклоном в сторону энергетики, нежели физической силы. Это не говорит о том, что они как бы были слабые, но они просто по-другому как бы лучше проявлялись. Ну, генетические аспекты говорят о том, что харийцы при прочих равных обладают повышенной энергетической чувствительностью. И вообще-то изначально эти рода, они даже как бы не на Мидгард-земле заселились, они изначально заселили Марс. То есть раньше у нас пояс жизни для людей, это была 5-я планета,
Марс, она же Арей, и 4-я планета, Мидгард. То есть 5-ю планету мы потеряли там в космической войне, которую тоже рассматривали. Там же погибла жизнь на поверхности Марса. И вот это дарийцы и харийцы, они переселились с Марса на Землю. Поэтому это и есть те знаменитые арейцы, то есть жители Земли Арея. Но изначально они прибыли из еще более дальних земель. И примерно 150 тысяч лет назад, опять же, выжившие в основном переселились сюда. На Марсе есть поселения, они подземные, но на Земле, конечно, жизнь невозможна. Опять же, мы это все рассматривали в предыдущих видео. Переходите, есть как бы архив этих записей на Славянском радио, смотрите. Ну, мы доходим до 3-го вида белого человека, рассены. То есть, опять же, белая кожа, энергоновая структура души 16, а глаза, ну, карие. Они тоже жили на Северной Земле Даарии, напротив земли Свага, которые заселяли светорусы. И называли они свою часть земли Тули, потому что Тул – это огонь по-древнему, так как цвет глаз их был огненный, то есть ближе к красному. Ну, сейчас ближе, из-за низких вибраций он такой карий. То есть прибытие этого рода примерно 186 тысяч лет тому назад. Рост их 175, ну, до 3 метров. Глаза карие, огненно-красные. Светло-карие, ближе к желтым. Волосы темно-русые. Рассенов еще называют росы. Вот как раз отсюда как бы Россия, росы. Вот это сокращение от рассены. К ним относятся, считается, народы западной росы, рысичи, глаза как у рыси, итальянцы, этруски, дакийцы, самарийцы, фракийцы, франки, готы, албанцы, аварцы и так далее. То есть изначально они лучшие воины, управленцы, изготовители оружия. Почему даже в нашем современном мире город оружейников называется как? Правильно, Тула. И мы эту Тулу можем увидеть даже в Америке. И на Даарии была эта Тула, и она осталась именно потому, что она связана как раз с рассенами. И это так называемые неуловимые этруски. Род Тули прибыл из системы Дачбог Солнца, земли Ингард, и называет себя внуками Дачбога. Почему они его изображали на своих флагах? А что тут написано? Тут написано он наш. То есть отец он наш, отец славянского рода, Дачбог, Дарх Перунович. То есть это полная характеристика нашей земли. Ну вот это название Дачбога считается, что принесли как раз они со своей земли Ингард. Позднее их стали называть детьми Тарха Дачбога, который родился на Мидгард-земле, имел карие глаза. Ну, фактически, я же говорю, это внутреннее солнце земли. Дачбог солнца изначально входит в чертог расы белого леопарда или пардуса. Эта звезда имеет название в официальной астрономии бета-льва. Опять же, созвездие льва. Вторая по яркости звезда в созвездии льва после Регула. Расположение примерно в 36 световых годах от Земли. Ее светимость 12 раз превосходит солнечную. Ну, такие простые как бы данные из недавнего прошлого. Письменность. Рассенско-образно-зеркальная молвица. Данное письмо ныне называется этрусским. Оно же тиренским. Так как им писали так называемые этруски, которые сами себя называли рассенами. Зеркальная она называется, потому что перенос текста выполняется с помощью зеркала. Обычно текст читается слева направо, зеркальный справа налево. Также были тексты, которые читались во всех направлениях. Перед вами скрижали из перги. 3 золотые пластины, 520 год до нашей эры, с надписями на этрусском, финикийском языках. Этруски пишут о себе как о славянах, Словении и рассенах. То есть рассены – один из изначальных родов славян. То есть рассены – такое было самоназвание этрусков. А свой народ или страну они называли рейс или раса.
Опять же, раса это белый чистый, потому что раса на земле одна. У кого белый цвет кожи, чистая душа, вот это и есть представители расы. Остальные виды людей. Письменность этрусков имеет удивительное сходство с балканской письменностью Винчи, древнейшая из известных письменностей. Никакие греки, там финикийцы, они рядом не лежали, пока не переняли эти письменности у славянских народов. Как мы и говорили об этом в предыдущих видео и показывали, что все письменности имеют источник звездный. А все остальные, кто слезли там с пальм, переняли их. Ну и забыли, у кого они их переняли. Почему они не могут их не объяснить, откуда они взялись, а как они их создавали, показать. Ну, зато каждая обезьяна, слезшая с ветки, доказывает, что это так и есть. Нам надо поверить, что непонятно, откуда они появились, непонятно, куда пошли, и забывать про те народы, которые учили, эти малые народы, то финикийцев, то греков, то римлян, так называемых. А все они взяли у славян. И схожи эти письменности напрямую с письменностями пелазгов и венетов. Ну, ничего удивительного, это родственные народы. Вот и весь секрет. Поэтому, как я повторяю, это письмо лягло в основу древнефиникийского алфавита. А упрощенная греческая и латынь. Ну и потом появились другие виды письменности. То есть изначально научные мужи сразу забывают, археологию забывают, говорят, ну мы не знаем, вот финикийцы, они торговцы, они создали совершенный вид письменности. Ну раз торговцы создают совершенный вид письменности, давайте разгоним всю науку к чертовой матери и торгашей туда, пускай изобретают, ну раз они такие талантливые. Торгаши умеют торговать и оценивать эффективные системы, все существующее, ничего никто они там не придумывал. Они все сперли, упростили, обрезали. И забыли про остальные виды письма. То есть на основе данных видов появились такие виды письменности, как глаголица и славянское народное письмо, берестяное или черты и резы. Опять же, вот они перед вами. То есть глаголица это больше торговое письмо, ну а черты и резы более упрощенное народное, чтобы быстро передавать сообщения. Опять же, они никакие там не германские руны, это славянские руны, известные многим народам. И, понятно, не просто так появившиеся. Об этом прекрасно писал Ломоносов. Вот перед вами книга, которая вышла как раз пока Ломоносов был жив или в последний год жизни Ломоносова. Потом ее спрятали, оболгали, там искажали. Но самое смешное, что Ломоносов в своих историях, опровергая всякие басни немцев, которые даже русского языка не знали, но выдумывали любой бред сивой кобылы, ничем не подтвержденный, он их опроверг еще тогда. Он специально написал эту древнюю российскую историю. Мы бы ее никогда и не увидели, если бы в наше время не начали оцифровывать архивы. Единичные экземпляры как бы появились, где Ломоносов все, что я вам только что рассказал, про вот эти виды письменности, про славян, которые там этруски, и жители Ближнего Востока, Трои, что мы рассматривали в предыдущих видео, он это тоже подтверждает. Именно почему в ваших учебниках вы не увидите работ Ломоносова. А ведь он работал, извините меня, по письменным источникам. То есть он ссылался на древние источники и показывал, что история славян, они же там и россы, и русы, она начинается многие тысячи лет тому назад. И она стоит в основе всех этих бредоисториков, типа римлян, там, греков. И весь этот Египет, Вавилон, он построен славянами. Ну, если быть точнее, славяно-арийскими народами, которых, в принципе, 72 уже на нашей земле имеется. Ну, об этом мы говорили в предыдущих видео. Поговорим и в будущих через месяцок. Напомним еще раз. Ну и вспоминаем про четвертый раз вид расы белых людей. Это светорусы. То есть они же голубые глаза, белая кожа, энергоновая структура души 16, как и у всех белых людей. Изначальный вид великой расы. По внешним характеристикам близки к доарийцам.
Ну, они отличаются высоким ростом, то есть у них высокий рост был изначально до 3 метров, широкими плечами, мощным телосложением. Кожа светлый оттенок, как у всех, но голубые глаза. Глаза цвета неба. Цвет волос может варьироваться в достаточно широком диапазоне, от темно-русых до почти седых, ну, стальных, можно сказать. Характерна как первая, так и вторая группа крови. Они прибыли как бы с чертога лебедя, то есть большой медведицы, опять же, откуда почитание Итары, вот это малой медведицы, большой, примерно 211 тысяч лет назад по Ведам. Назвались светорусы, то есть место их прибытия Свага, то есть это были голубоглазые славяне. Их прародина земля Рута, в чертоге лебедя системы Солнца Арконы. На изначальном материке территории Даари территория называлась Свага. По легендам, Асгард Даарийский был спроектирован и построен представителями именно этого рода. То есть светорусы исконно жили в центре территории вместе с рассенами. Именно поэтому представители данного рода в наименьшей степени, в сравнении с арийцами, склонны к высокому уровню владения воинским искусством. Тем не менее, мужчины-светорусы, как и все мужчины, прирожденные воины, которые могут в час опасности достойно встретить врага. Однако, именно светорусы всегда считались созидателями и творцами, потому что в наибольшей степени им свойственна тяга к эстетике, красоте, искусствам, ремеслу. То есть именно они создали в основном все это искусство Италии, Греции, Ближнего Востока. Но именно отсюда приколы темных сил про блондинок. То есть именно светорусы в первую очередь имеют высокие вибрации, то есть у них доступна высокая информация, быстрые открытия, созидания. Темные силы, бесы, демоны это знают, поэтому кого они там осмеивают? Блондинок. Это все не просто так, чтобы привить им понимание, что это нормально быть тупым. Нет, это не нормально, это как бы участь бесов и демонов, потому что как раз участь светорусов открывать то, что нужно в нашем мире. Нужно справиться с какой-то проблемой, найти какое-то лекарство, это светорусы. Изобрести какое-то оружие для защиты, это светорусы. То есть как раз это блондины с голубыми глазами, которые доступны при высоких вибрациях, высокий доступ к высоким уровням информации. Они же изобретатели буквицы 7 на 7. Той базовой буквицы, которая построена на основе погибшей луны Лели. Это та 7-дневная неделя, что вы владеете. Это тот базовый код мироздания, который заложен в нашем мозге. Потому что здесь как раз половина букв – это левая часть мозга, логика. Почему они имеют название, числа. И правая часть мозга, где есть образы. Почему эта буквица обрезана, уничтожена. Вам оставили только звуки-пуки, чтобы вы превратились в людоедочку, эту Эллу-людоедочку из фильма, которая там 18 фраз на всю жизнь, а все остальное время она просто ест людей. Почему? Не работает мозг, все, что ты собой представляешь? Существо близкое к животному, причем разрушающееся на биологическом принципе до демонов, бесов, нелюди, нежити. А по факту именно из-за этого идет постоянное искажение, извращение языков, уничтожение базовых смыслов. Именно чем меньше букв, тем меньше дружишь с головой. Вот и весь секрет. То есть, когда их становится меньше 24, то вообще остается работать как бы максимум одно полушарие, не больше. Вот смысл обрезания всех этих букв, забывания образов, уничтожения образования. Потому что с животными можно делать все, что угодно. Опять же, мы когда смотрели как бы про первую и вторую группу крови, опять же, то, что я говорил в начале, то есть опровергает все, что нам втирают. То есть нам рассказывают про какую-то 1000 лет, обезьяну какую-то, которая там где-то произошла от кого-то. А когда переходим к практической науке, то нам говорят,
Ну, первая группа крови это 60 тысяч лет примерно. Ну, это так, скорее всего, просто занижая. Дорогие друзья, так где 1000 лет, а где 60 тысяч лет? И это раз. Во-вторых, есть же еще люди с плюсовым резус-фактором, а есть с минусовым. То есть плюсовой резус-фактор, объясняю, это жители поверхности Земли. А минусовой резус-фактор это жители, которые живут в полой Земле. И сегодня. И на нашу поверхность Земли они попали недавно, но уже из как бы подземелий нашей Земли. Почему там люди с минусовым резус-фактором еще более талантливы, чем с плюсовым? Их немного. Например, в первой группе крови примерно 7%, во второй 6%, а в третьей, в четвертой по 1. То есть, опять же, почему? Потому что вот эта первая, вторая группа крови прибыла изначально. И самое смешное, что первая группа крови, резус-фактор отрицательный, он подходит всем остальным группам крови. А почему? А потому что вот этот белый цвет, в котором соединены все цвета, все энергии, и, соответственно, они входят в него не перемешиваясь, соответственно, он может заменить любую группу крови, потому что является она универсальной. Так кто там самый первый? Ну, вот первая группа крови минус. Справа это как раз формы души у разных видов человека, потому что энергонная форма души белого человека 16/16, то есть 8 женских, 8 мужских. Откуда вы часто встречаете ту звезду Алатырь, где там 8 основных праздников, есть мужские, есть женские, а она тоже отсюда. Но это я вам рассказал это про родину белого человека. Но кроме белого человека у нас живет люди с черным цветом кожи, с красным цветом кожи, с желтым цветом кожи, но есть и серые. То есть это те, которые могут принимать любой внешний вид, но при этом внутренне оставаться вот этими пустыми. Это те, как раз, которые созданы на основе обезьян. Мы до них как раз скоро дойдем. Теперь же проговорим про людей с желтым цветом кожи. Ну, потому что скажут, ну это там, что там белые народы понапридумывали. Другие-то, наверное, рассказывают, как они от какой-то обезьяны там произошли. Ничего подобного. В архивах Китая сохраняются документы, которые говорят, что в 1948 году до нашей эры они с прискорбием констатировали, что в созвездии Стрельца неожиданно перестала существовать одна из крупных планет, именуемая планетой Дракона. Императоры страны считали, что их далекие предки прибыли на Землю именно с этой планеты. Да подождите, а что ж нет обезьян? А где тут обезьяны вообще прыгают? А почему с какой-то дальней планеты произошли? Ну, я вообще молчу, что император это именем Перуна. Ну да ладно, как бы. Но сам факт, что не рассказывает никто ни про каких обезьян. Желтокожие тоже рассказывают про какую-то свою планету, с которой они прибыли сюда. Произошло это из-за того, что планете угрожала гибель, поскольку звезда должна была превратиться в белого карлика в кратчайшие сроки, как утверждают китайские предания, но они чинайцы все-таки, не китайцы. Китайцы это мы, они чинайцы. Была организована и проведена иммиграция, которая произошла вполне успешно. Вот тебе здрасте, опять никаких обезьян не найдено. Относительно недавно ученые из Геттинского университета подтвердили, что по их данным, в годы, указанные древнекитайским манускриптом, в созвездии Стрельца действительно погибла планета дракона, ну как ее они называют. Причиной оказался взрыв звезды, вокруг которой вращалась планета. При тщательном рассмотрении шарового скопления Месье-22 виден туман. Вот он красной стрелочкой выделен. И считается, что он является пережитком взрыва новой звезды, свет которой достиг Земли в 1948 году до нашей эры. То есть есть письменные предания, есть легенды. Кстати, славянские легенды это тоже подтверждают. Но вообще-то рассказывают, что попали они на нашу Землю примерно желтокожие, примерно 150 тысяч лет назад. Вот после той войны, в которой Дея там пострадала и Марс погиб. И там как раз были вот эти как бы переселенцы, там краснокожие, чернокожие, желтокожие. Ну, чернокожие вообще были взяты в качестве пленных, если на то пошло. То есть им тоже было некуда деваться, их тоже там разместили в привычной
для них атмосфере, то есть в Африке. Это легенды такие, в том числе и белых людей, ну и черных в том числе. Мы сейчас до них вопрос. Возникает вопрос, ну, когда это было по легендам китайцев, когда все-таки окончательно там эвакуация с той планеты произошла? Ответ на этот вопрос дает манускрипт Чи, в котором говорится, что боги со звезд правили Китаем на протяжении 18 тысяч лет. То есть получается, что окончательная эвакуация прошла где-то 20 тысяч лет тому назад. Ну, по их данным, по крайней мере, китайским, чинайским, если на то пошло. Согласно распространенной легенде, на этом все не закончилось. Потому что первый император Китая, Хуанди, прибыл на Землю в образе дракона, на летающей колеснице со звезд. Опять никаких обезьян, летающие колесницы, звезды. Согласно легенде, Хуанди прилетел на Землю со созвездия Сюань-Юань. В других источниках звезды Регул, созвездия Льва. И примерно 4600 лет назад в районе реки Хуанхэ, Северный Китай, как сообщают древнекитайские летописи, с неба в белом бронированном яйце спустился могущественный Хуанди вместе со своими помощниками. Сиянием великой молнии опоясывало звезду Ци в созвездии Ковша. Ну, у пришельцев были странные полупрозрачные зеркала, самодвижущиеся повозки, 80 одинаковых железных братьев, ну, то есть роботов, и масса других непонятных вещей. Прибыл он как раз помогать восстанавливаться после глобальной катастрофы. Все может быть, потому что там, по легендам, 5300 лет назад произошел же этот легендарный Ноев потоп. Всемирный. Ну, так вот, став императором, Хуанди научил людей копать колодцы, лечиться иглоукалыванием, делать географические карты. Это по источникам 4600 лет тому назад. Ну, чертежи делать, лодки, музыкальные инструменты мастерить. Его помощник Джун Чен составил календарь, и другие помощники занялись определенным признаменованием по Солнцу, яркости звезд и метеоритов. То есть, опять же, видите, готовили к разным космическим чудесам людей, чтобы они понимали, где там может какая-то катастрофа готовится. Но больше всего землян удивляли не абсолютные новые знания, а удивительные 3-4-метровые треножники, на которых совершали полеты неизвестно куда, и их учителя. Эти аппараты могли покоиться и идти, становиться легкими и тяжелыми, летать в облаках подобно дракону. Кроме того, они не имели преград в прошлом и будущем. То есть, вот такие вот легенды. Никаких обезьян тут не наблюдается. Тут наблюдаются высокие технологии, помощь других цивилизаций в восстановлении после катастроф, предсказывание катастроф. Ну, календари не просто так они изучали. Через 100 лет правления, после многочисленных полетов над Землей и во времени, и в пространстве, в 2592 году до нашей эры, по другим трактовкам, в 2450 сын неба Хуанди передал свой трон преемнику и отправился домой на 70-местном драконе за 8 пределов. Ну, что такое предел, никто не знает, но Регул находится на расстоянии примерно 77,5 световых лет от Солнечной системы. То есть, похоже, их предел равен примерно нашим 10 световым годам. Все императоры с древних времен проводили празднования, приносили жертвоприношения в честь неба и сынов неба в день зимнего солнцестояния. Поздравляю, это и есть Рождество Нового Солнца, которое 25 декабря мы празднуем. А день летнего солнцестояния проводили различные праздничные церемонии в храме Земли. Опять же, поздравляю, это день коляды. И причем самое интересное, когда у нас в северной части Земли как бы зимнее солнцестояние, то в южной части Земли у нас как раз летнее солнцестояние. То есть зимнее это все-таки коляда, а летнее это купала. Потому что Солнце находится в максимальной точке купола. То есть теперь вы понимаете, как бы, кто об этом, по крайней мере, китайцам, ну, чинайцам рассказал. Они это помнят. Казалось бы, ну, а как там чернокожие друзья?
Ну, возьмем хотя бы тех же Дагонов, что переводится буквально как язычник. Вообще, для понимания, вас там часто пугают: язычник, язычник, караул, караул. Язык – это народ. То есть, ну, нет буквы Я, есть буква Ра. Ра – это первозданный свет. З – это душа, кси. Ну, пси как раз, ближе. Поэтому это как раз душа нашего рода из первозданного света. Но народ нам этот неизвестный, он никакой, поэтому ник неизвестный. То есть язычник – это представитель какого-то неизвестного народа, своего, отдельного от нашего. Поэтому если для вас там славяне и русы язычники, значит вы просто не белый человек, представитель каких-то других народов. Вот и весь секрет. Тут этот народ живет на юго-востоке Мали. В труднодоступном районе вокруг уступа Бунди-Агара, на прилегающем плато и равнине Сена, а также в нескольких приграничных селениях Буркина-Фасо. В 20 веке французский исследователь Марсель Гриоль впервые имел контакт с представителями этноса Дагонов. 10 лет он там жил, ел с ними с одной тарелки, если у них там она была, конечно. И они раскрыли главную тайну своего народа, потому что какая-то интересная культура, что какие-то одежды непонятные, ходули, то есть высокий рост имитируют, что такое. Они ему рассказали, что давным-давно к Земле подлетел корабль, прибывший с созвездия Большого Пса. Там находилась их красная планета с серебристыми океанами. Аналогом Солнца была звезда Потоло. Корабль, на котором прибыли на Землю, назывался Хоммо. Он перевез несколько тысяч дагонов на Землю. Родную планету пришлось покинуть из-за того, что Потоло стала слишком яркой и горячей. Кто мог успеть, тот укрылся на Нома. Ну, так а где обезьяны-то? Когда они-то появятся? То есть тут, опять же, космические переселенцы. Они не рассказывают, с какой там обезьяны они там слезли. Ничего подобного. Полет был тяжелый, многие во время него заболели, кто-то даже умер. Но они выдержали. Прибыли на спасительную Землю. Но здесь их ждали проблемы. Дикие животные сильно мешали обустройству. Земля значительно отличалась от родного дома. Тут оказалось намного красивее. Воздух немного был не похож на родной, но это не играло роли. Первый вождь смог спасти Нома от катастрофы при подлете к Земле. Приземление прошло хорошо. Долгое время дагоны жили внутри него, пока мощный пожар не уничтожил корабль. Опять никаких обезьян. Почему-то межзвездные перелеты, корабли. Но стоит ли им верить? Мало ли, какой там гриб они съели. Может, им что-нибудь причудилось? Но самое потрясающее из той информации, которой они поделились, это информация о том, что самая яркая звезда в небе и в созвездии Большого Пса Сириус — это целая система из 4 звезд. Причем ближайший спутник, она называется По, ну, по-ихнему. То есть какая-то крупица. Эта звезда состоит из невероятно тяжелого плотного металла, такого, что все земные существа, объединившись, не смогли бы его поднять. Рассказывали французскому этнографу. По или Сириус Б – звезды, имеющие близких родственников. И чтобы в них не запутаться, называют по буквам английского алфавита А, Б, С и так далее. Астрономы окончательно не только рассмотрели лишь в начале 20 века, но и установили, что это белый карлик, сверхплотная потухшая звезда. Если даже предположить, что у дагонов был телескоп много веков назад, то как они могли узнать, что наблюдают тяжелую звезду? То есть у них астрономические знания о своей системе, откуда они прибыли. И то лишь в конце 20 века ученые однозначно с помощью мощных телескопов и точных математических расчетов подтвердили открытие неграмотного темного народа африканских джунглей. И они как бы внесли в каталог новые открытия. То есть заведующий отделом радиоастрономии Государственного астрономического института Валентин Осипов о том, что Сириус А находится рядом с Сириусом Б, стало известно лишь в первой половине 20 века. Он в 1000 раз слабее соседа и не видим невооруженным глазом. И только совсем недавно
астрономы обнаружили, что эта звезда оказалась двойной. Рядом с ней были открыты Сириус С и Д, которые вращаются вокруг своего собственного центра тяжести. Сириус, также альфа Большого Пса, звезда созвездия Большого Пса, находится на расстоянии 8,6 светового года от Солнечной системы и является одной из ближайших к Земле звезд. Но данные догонов начала 20 века подтвердили, если есть в конце 20 века, что там эти звезды целых 4. А как они могли это знать, находясь на нашей Земле? То есть мы подтвердили их информацию только сейчас, фактически. То, которой они делились. Также на стыке границ Кении, Эфиопии, Судана проживает племя Сурма. Сурмы не считают себя землянами и утверждают, что прибыли с неба. И некогда объект, на котором они прибыли, потерпел аварию, и они потеряли связь с родиной. Похожие истории есть у многих африканских, австралийских народов. В Папуа-Новой Гвинее живет племя, которое прибыло якобы с планеты созвездия Водолея. Расстояние 750 световых лет. А народ из Мьянмы – гости созвездия Льва. В Индии проживает народ Тода, который утверждает, что прибыл с созвездия Тельца. Двойная звезда в созвездии Тельца расположена в 417 световых годах от Земли. И никто там про обезьяну не вспоминает. Внимание, колумбийский петроглиф. По легендам коренных обитателей, они указывают на место, куда из Млечного Пути прибыли первые люди на каное, вытянутой анакондой. Мужчина и женщина и 3 растения – юка, кока и яги. Почему-то многие народы, сохранившие предания дальних предков, уверены, что они были созданы не на Земле. Так мало того, они с собой еще и растительность привезли. Поэтому, когда возникает вопрос, откуда такое разнообразие жизни на Земле, вопрос простой, все привнесено с других планет. Но анаконда, понапридумывают там эти папуасы каких-то анаконд. А вот эта анаконда в виде стержня, который подлетает к нашему Солнцу и распадается на мелкие части. То есть вот эти так называемые анаконды фиксируются в наше время. То есть Солнце это как маяк, на него ориентируются межзвездные путешественники, прибывают огромные стержни, длина более 1 400 000 километров. И как они прибывают к нашему Солнцу, что происходит? Они начинают распадаться на более мелкие аппараты. То есть, наблюдая сейчас за Солнцем при помощи телескопов, видят, что там какие-то пришельцы разгружаются. И, кстати, разгружаются прямо в Солнце. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что, как бы, изначально по ведам вообще все планеты и Солнце обитаемы разными типами жизни. И, как бы, легенды индейцев подтверждаются в наше время. То есть космическая торговля как шла, так и идет. Ну, без нас, диких и безнравственных, деградировавших до уровня ниже обезьян, которые являются только для них удобрением, больше ничем. И как раз мы видим, что это искусственные объекты, это не какие там глюки системы, пыль, солнечные эффекты, это симметричные объекты огромных размеров. Вот они, самый удачный кадр. Видно, что перед нами симметрический искусственный объект на фоне Солнца. Про который, кстати, всякие папуасы нам рассказывали. Ну, все не просто так. Но что нам рассказывает наука? Наука прекрасно знает, что многие виды животных и растений на нашей планете появлялись из ниоткуда. То есть не было эволюции, не было предков. И бац, куча непонятной жизни. Откуда? Ниоткуда. Да их очень просто завезли, вот и весь секрет. Это то же самое, что вы на свой участок привозите там всяких там курочек, уточек, которых вывели где-то там, а они будут жить теперь у вас. Тут то же самое и так. Подходит, как бы, сфера жизни, завозят для того, чтобы заполнить разные ниши. Так было, например, с земноводными. Точно неизвестен этот этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным. А самые первые сухопутные появились уже с развитыми конечностями и хорошо выраженной головой. Причем сразу десятки различных видов. Потом уже после предполагаемого катаклизма, ну,
как говорит, как то, что наука установила 65 миллионов лет назад, который привел к вымиранию большинства динозавров, проявляется сразу несколько различных групп млекопитающих. То есть теория эволюции, ну это примерно бред сивой кобылы в лунную ночь, подтвержденный примерно ничем, но много раз опровергнутый другими научными данными и легендами и мифами самих народов. А вам его продолжают втирать как истину в последней инстанции, чтобы вы меньше вопросов задавали. Потому что когда начинаются задавать вопросы, весь этот бред рушится сам собой. Ну и дошли мы наконец-то до искусственно созданного вида. Потому что все эти виды, что мы перечисляли, они как бы естественные. Они зародились у каких-то звезд высокоэнергетических, там жили, развивались. То катастрофы, то войны заставили их переселяться. Но есть у нас вид, который был создан на Земле. Искусственный вид на основе голубой крови. Мы про это говорили в «Тайне голубой крови», но сейчас как бы повторим. Потому что по изначальной легенде есть войны не только между планетами, но и между галактиками. В нашем случае наша галактика Млечный Путь, а есть галактика Андромеда. Как раз наги – это выходцы из Андромеды. Почему? Там еще создан как бы в этой Андромеде союз тьмы, согласно легендам. То есть это союз 10 тысяч планет, созвездий. Почему Андромеда? Андра – это родина нагов, двухполых существ. У них кровь на основе меди, а их основа кремний. У людей основа углерод, напоминаю. Между нами раз примерно 40 тысяч лет проходит галактическая война. Вот эти погибшие Дея и Марс в нашей системе, это как раз последствия той войны, которая примерно 154 тысячи лет назад произошла. То есть будущая война не за горами, еще там 6 тысяч лет, и она начнется примерно. Ну, это то, что мы знаем сегодня. А вот это ж Андра, это двуполость. Это двуполость. Те войны, в которых участвовала наша система, это Асады, как раз 151 тысячу лет до Рождества Христова. Это там, где как раз потеряли пятую планету с орбиты, сорвали. Марс потерял жизнь на поверхности. Появление на Земле первых чернокожих, желтокожих, краснокожих, то есть плюс переселенцы из Марса, с Деи. То есть вот это последствия войны с этими нагами. Именно носителями голубой крови, именно этими рептилиями из Андромеды. Потом еще одна война 109 тысяч лет назад до Рождества Христова. Это переселение из Дарии, когда погибла Леня. Она утопила эту Дарию как раз. Все это есть в предыдущих эфирах. Смотрите, там все это показано и доказано. Потому что вопрос глобальный, серьезный, должны быть остаться глобальные доказательства, они и есть. И наука их подтверждает про все эти катастрофы. Просто как бы в школьные учебники вам это не вносят, чтобы вы глупых вопросов не задавали, а просто верили в тому, что там написано, насколько бы это обрезано не было. Ну и окончательная война с этими друзьями. Это как раз 11 тысяч лет до Рождества Христова. Это гибель второй луны Фаты. Это утонувшая Атлантида, континент Му, гибель 90% жизни на Земле, разрушенная вторая луна. Все это есть, мы нашли, доказали, можете перейти, познакомиться на Народном славянском радио, есть архив. Но, понимая, что войной как бы не получается, что сделали эти друзья, которые нам не друзья? Они как бы, и кто они вообще? Вот по легендам есть описание скипер-зверя. Царь пекла. Иногда говорят, что скипер-зверь царь всех змей. Основная задача скипера – обратить людей к темному миру. Ну, это как вы сегодня. Разрушаете сами себя своими силами. Поэтому, какие бы вы ни были сильные, вы все равно все разрушите своими силами. В свое время Кеннеди говорил, Советский Союз угрожает Америке не ракетами, а своим уровнем образования. Ну, слава богу, теперь у вас американское образование, вы никому не угрожаете, кроме самих себя. И тихо вымираете, освобождая место под всех этих зверей из пекельного мира. Ну, пробовал вот этот спикер-зверь много уничтожить белую расу силой, но не получалось. Все время его разбивали.
И тогда Скипер стал людей словом лживым жалить. Скипер из камня сотворил существ, на людей похожих, но бездушных, то есть на основе кремния. И стали они по свету ходить бродить, вражду усеять. Про этого гадость скажут, тому пыль в глаза пустят, третьего оболгут, четвертые за дела ничтожные возвеличивать станут. Вот это как раз тролли нашей современности, боты, тролли. Ну, и официально на Земле генетически измененных существ, на людей похожих, но людьми не является, примерно 300 миллионов сейчас. Там, где их становится больше 17,5%, начинается бесконечная война. Поэтому, например, их создатель запрещал жить в одном месте. Ну, они его не послушали, все-таки создали свое государство, и там идет бесконечная война. Самые знаменитые представители данного вида — Наполеон и Гитлер. Генетическая родина — Африка. Тоже все не просто так. Опять же, есть легенда, как правитель Ниберу Ану, главный ученый Анунаков Энки решил создать Адаму. Он отобрал антропоморфных существ, уже обитавших на Земле, обезьян, и усовершенствовал их настолько, что они начали понимать приказы, но подчинялись беспрекословно, то есть вот этот прах земной. В Торе Энки называется Нахаш, что в переводе означает змея, змей, ну и знающий тайные секреты. И так как у этих рептилий, этих змей изначально вытянутые черепа, как на вот этих всех археологических находках, то и на Земле изначально как бы те, кто были созданы при помощи генетических экспериментов, обезьяна плюс рептилия, эти черепа получились вытянутые. То есть вам расскажут, ну это там какая-то культура. Невозможно, просто деформируя череп, увеличить его объем. А обычный человеческий череп — это 1200 до 1850 кубических сантиметров. Ну, максимум 2000. Так называемые вытянутые черепа, которые находят по всей, в принципе, Земле, ну, в первую очередь, в Южной Америке, в Северной, их объем 2600 до 3200 кубических сантиметров. То есть это, и там по-другому просто кости срощены. То есть это совершенно другой вид живых существ. Людьми не являющийся, но из-за того, что там добавили обезьяну с Земли, он стал похож внешне на человека. Вот вам и секрет тех, кто там от обезьян произошел. Почему они свое происхождение рекламируют, но не рассказывают, как именно это было. А об этом есть легенды. Опять же, Адам — это адская антиматерия. Ну, для понимания. По-русски, как бы прочитанная по буквице. Кроме этого, существует высокогорный народ Уру, обитаемый на озере Титикака. Уру невероятно устойчивы к холоду. Их язык не имеет аналогов на Земле. Они уверены, что точно не являются людьми и появились гораздо раньше, чем возникло Солнце. При этом Уру говорят, что они выглядели раньше совсем по-другому, как существа, изображенные на развалинах древнего города Тиоанака. А их кровь, внимание, была черной. Тоже товарищи говорят, что они не с Земли. Вот что они говорили этнографу Жану Вилару. Мы очень древние, самые древние. Мы обитатели озера. Кот Сунь. Мы не люди. Ну, все может быть, потому что мы одна из цивилизаций Земли. Кроме цивилизации поверхности, которая сейчас контролируется пекельной цивилизацией, у нас есть цивилизация Слави. Это как раз откуда славяне пришли. Цивилизация летающих городов над нами. Под нами есть цивилизации гномов, фей, то есть цивилизации выходцев с наших лун. Они живут до Огненной реки. Это примерно глубина до 210-330 километров. Потом идет вот эта огненная река лавы или нулевой уровень гравитации. А за ним уже начинается цивилизация пекла, демонов, бесов. Как раз здесь живут эти наги, потому что они приспособлены для более высоких температур, более горячих планет. Почему они уничтожают жизнь на нашей Земле, чтобы сделать ее более горячей и изменить
газовый состав атмосферы, чтобы им было комфортно жить в изначальных телах. Отсюда уничтожение мира природы, ну и части его человека. То есть, а есть подводная цивилизация. Почему она подводная, самая большая? 70% поверхности Земли вода, под землей вода, и на обратной стороне полой Земли тоже вода. То есть подводная цивилизация самая большая, между прочим, и самая древняя, да. И потому что в первую очередь условия для жизни в воде. Поэтому вода действительно она первая. Потом под цивилизацией пекла существует цивилизация чистилища. И вот она уже как бы предотвращает выход в рай. То есть рай — это внутренняя поверхность нашей земли, где вечное лето, где есть 12 часов дня, 12 часов ночи. Вот эти часы у вас как раз оттуда, они из полой земли. И где живут, опять же, прапредки нас, славян, потому что изначально у нас она называется, это место Правь. Оттуда идет управление всей землей. И те высокоактивные души высокой энергии приходят в наш мир яви, исправи и славе. Отсюда мы православные. Вот и весь секрет, опять же, этих названий, языков. Еще, вы знаете, раньше нашу землю называли как Ирисат. Потому что до глобальной катастрофы Лели было вечное лето. Все как бы было в вечном лете, соответственно, что? Все был сад вечного лета. Теперь он остался только в полой земли. Опять же, мы делали эти предыдущие разборы, эфиры. Перейдите, посмотрите, где это доказано. Наука сама это доказала. Ну, те, кто произошли от обезьян, продолжают нам втюхивать всякие религии под видом науки, где дана одна концепция, где нам надо только верить и не задавать вопросов. Но предлагаю вам не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, не просто уткнуться в гаджет, ничего не видеть, ничего не слышать. Ну, если вам нравится этот эфир, то напишите ваш комментарий, ваше мнение, задайте вопрос, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях, так об этом больше узнает, больше будет интересных исследователей, новые исследователи подключатся и нам расскажут, как бы дадут новые данные, чтобы мы смогли собрать настоящий вариант как бы развития жизни на Земле. Кто, откуда, почему, когда погибал, почему это происходило сейчас, почему происходят все эти чудеса в наше время, потому что без знаний прошлого мы не имеем будущего. Нас ведут непонятно куда. А непонятно куда, на самом деле все понятно. К тотальному самоуничтожению. Ну, это выбор каждого. А тех, кто выбирает как бы развитие, то надо знать забытое прошлое. Ну и помните, новая информация сразу не усваивается. Смотрите данное видео столько, сколько нужно. Может, даже скачайте его себе. Алексей, в принципе, я свой доклад завершил. Готов отвечать на все интересующие вопросы, если они появились во время эфира. Да, благодарю, Виктор. Мы, наверное, сейчас переключимся на вторую часть, чтобы нам задавать вопросы. Есть у нас немножко вопросов, поэтому, дорогие слушатели и зрители, не отключайтесь. Сейчас будет небольшая отбивочка. И мы перейдем ко второй части, где будем задавать и читать ваши вопросы и реплики, написанные в разных наших чатах. Переходим. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира «Мы все пришельцы». Мы будем все еще рады услышать ваши реплики и вопросы. Пишите их в ВК, в Рутюбе, в Ютубе, если у вас работает. И еще есть время задать их в наших чатах. И мы приступаем ко второй части. И первая у нас реплика в нашей во второй части звучит так. Человек не назвался. С возрастом зрачки глаз, цвет также меняется, особенно в детскую пору взросления. Вот что ты скажешь про это?
Так а мы изначально рождаемся с голубыми глазами вообще все. То есть фактически голубые глаза – это базовая настройка. А потом цвет глаз меняется к тому, к чему мы были ближе всего изначально. Но раньше ж какой юмор-то? Раньше-то жили родами. То есть зеленоглазые жили только зеленоглазые. Понимаете, в чем дело? А теперь-то при смешивании родов, ну, например, для белого человека это допустимо, потому что как бы структура души одинаковая, а значит смешивание ничего плохого не несет, идет только обмен генетической информацией накопленной. Но если в вашем роду были зеленоглазые, сероглазые, голубоглазые, кореглазые, ну, все белые люди, например, да, и вы с возрастом, у вас там вибрации, например, повысились, да, то у вас могли быть глаза одного цвета, а стали чуть другого. И это как бы тоже нормально, потому что теперь родовые линии смешались, и могут проявляться разные вибрации глаз. А могут изначально, вообще, я же говорю, у всех они все голубые, у всех видов людей, ну, по-нормальному. Поэтому голубые глаза – это как раз ближе всего к духовной сфере. Почему светорусы, и у них такие таланты приводить в наш мир новое. Ну, в нормальном, когда они в состоянии. Не в состоянии удобрений для обезьян, а в состоянии, конечно, человека, который развивается, имеет нормальную работу мозга, помнит, кто он, откуда, ну, и отказался от всех наркотиков, хоть разрешенных, хоть запрещенных. Вот такой вот ответ товарищу. Благодарю. И тут тоже вот к этой теме, в реплику в эту, тоже в тему скажу такое. Есть такая теория, ну, я слышал во всяком случае, не помню от кого, что группа крови также у человека может меняться с течением жизни. Как ты вот считаешь, эта теория, она есть или все-таки это нет? Ну смотри, тут два вопроса. Опять же мы трогаем совместимость. То есть если бы вы жили родовыми линиями, как раньше, да, то есть у всех первая группа крови, то, соответственно, другой бы не было со временем. А так как уже произошло смешивание разных видов, в том числе и белого населения, у кого-то первая, у кого-то вторая, у кого-то третья, да, то, соответственно, и у вас по жизни может она измениться. Но, есть одно большое но. Четвертой группы крови не может быть априори. То есть она искусственно выведенная. Но она умеет маскироваться. То есть внешняя похожесть при внутренней непохожести. Поэтому, например, если это там изменение первая, вторая, то это как раз вот эти генетические особенности смешения. Но бывает так, что у человека диагностируют вторую группу крови, третью, какую-то разную, да? А когда приходит время, например, делать ему операцию, а операция это же ответственный период, нужна правильная кровь, да? Его ведут на операцию, а у него диагностируют четвертую. Почему? Снимается эта маскировка, чтобы организм выжил. То есть есть тут два таких пути. И в чем юмор? Первая группа крови, она неповторима. Ее невозможно повторить тем, кто не человек. То есть тем, кто произошли от обезьяны, не могут повторить первую группу крови. Однозначно нет. Потому что она самая чистая изначально. И почему она подходит всем? Это вам еще одна мысль. Посмотреть тайны крови, которые мы рассматривали, для понимания. Что произойдет, если человеку с первой группы перелить четвертую? Он умрет. А представьте такое смешивание в детях. А потом вы будете спрашивать, откуда неизлечимые болезни, откуда там какие-то постоянные проблемы со здоровьем. Так все-таки надо думать, что ты творишь, с кем ты идешь на смешение, с кем ты будешь создавать детей, а будут ли они вообще продолжениями твоего рода. То есть об этом мы рассказывали, напоминали народную культуру в предыдущих видео. Это может группа крови меняться со временем, может и резус-фактор поменяться. Вот у моего отца так было. У него всю жизнь ему ставили первую плюс, а потом оказалось, что на первое минус. Вот как им, что им сказать на это? Как такое может быть? То есть у него либо изначально была минус, а они лишь бы лепили, лишь бы лепить. Первое есть, плюсик поставили для отчетности и забыли. А как там старость пришла, надо там совершать какие-то действительно медицинские манипуляции, то, пожалуйста, вот давайте смотреть, какая точно. И такое же тоже может быть, потому что это тоже нельзя исключать.
Так что такой мой ответ. То есть есть разные варианты. К сожалению, их много. Хорошо, благодарю. Идем дальше. И следующий пишет Денис, но это больше благодарность. Благодарю Виктора за интересный доклад. По поводу язычников очень поддерживаю. А то многие путаются с этим понятием. Вот так. Не, ну совершенно верно. То есть многие понятия изначальные. Понимаете, в чем дело? То есть когда вам все извратили, подменили видением тех, кто не знает русского языка. Вот я, когда учился в школе, я всегда задавал вопросы. Вы мне почему назначаете значение слов? Если вы назначили себя учителями, вы мне научите меня из букв составлять слова. А вы мне этому не научите, потому что вы их обрезали до звуков пуков. Там больше ничего нет. Там нет ни названий букв, нет ни чисел, нет ни образов. Поэтому я не могу составить слова. А вы мне их назначаете. А зачем вы мне их назначаете? Как это связано с природой, с природными циклами? Почему вы забыли, что они взяты изначально из космических процессов? Их никакой черт не сидел там на пальме, не придумал, он на это не способен. Они взяты из природных процессов. Все, кто ищут как бы Бога в этом мире, это природа. Человек часть этой природы, поэтому и славяне, и арийцы всегда изучали природные процессы, их фиксировали, потому что они понимали, что мы часть природы, и Бог, Создатель, с нами разговаривает языком природы, он изначальный. Оттуда все эти символы, и руны оттуда, все они оттуда. Но они из объема, потому что у нас объемный мозг. А вам показывают что-то на плоскости, убрали все цвета, убрали объемы, все убрали, вот звуки. Вот это звук. А что дальше? Вот мы вам назначили, это язычник, это плохой. Ну, там написано, что представитель определенного народа, ну, неизвестного для вас. Ну, вы же сейчас тоже под никами пишете. Ник это неизвестный. А язык это не то, что там во рту болтается. Это как раз первозданный свет, откуда идет эта душа. Кси, вот этот пси, вот эта душа, это не зе, а пси. Ну, соответственно, К это как раз и есть душа. То есть фактически это такое сокращенное понятие, что как бы душа нашего рода, пришедшая из первозданного света. Ну, а первозданный свет у нас белый. То есть язычник это вообще-то, ну, как белый человек, так он неизвестен, например, для жителей Африки, Чиная, там, индейцев. Ну, по факту это понятие нормальное. То есть обычное понятие. Но если вы для вас язычники, там, славяне, арийцы, русы, ну, иначе вы просто к этому народу не относитесь. Вот и весь секрет. Ну, так что давай продолжать, что там еще есть за чудеса. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Вот тут ряд вопросов от Надежды. Есть ли цвет глаз голубой с желто-коричневыми вкраплениями? Вот тут, как ты скажешь? Ну, тут как раз смешение родовых линий. Смешение родовых линий, вот и все. Просто, может, даже не папа, мама, а может, где-то дедушка, бабушка. То есть мы одно из 7 поколений семьи. То есть поднимайте видео «Тайны крови» на славянском радио, смотрите принципы генетической передачи информации, и вы поймете, что мы всего лишь одно из 7 поколений. То есть вы не робот, выпущенный на заводе. Вы часть 7 поколений семьи. Вот это, что было в 7 поколениях семьи, в вас и проявляется. То есть даже если все там светорусы, у всех голубые глаза, белая кожа, а 7 поколений назад был как раз рассен, то он может проявиться в вас вот такими чудесами. Потому что поэтому раньше как бы за этим наблюдали, знали, предупреждали. И семейные пары создавались не по принципу, кто там больше набухается, и, как говорится, кого там кто подберет по пьяной лавочке на какой-то дискотеке. А этим занимались специальные свахи, родители, подбирали чуть ли от рождения людей, по дате рождения, по группе крови, по наследственности, чтобы все это не пересекалось, ну, не несло ошибок, которая приведет к вырождению рода. То есть над этим работала родовая система. И человека не заставляли, а предлагали. То смотри, обрати внимание на вот этого, на вот этого. А у вас же все это уничтожено, извращено. Почему здесь мы напоминаем основы родовой культуры? Потому что наш символ это 2 птицы. Птица Ра, первозданный свет,
Это как раз она же птица Феникс, она же птица возрождения из пепла. А вторая птица это рог или рог. Это как раз принцип прямого божественного управления. То есть пришло время возрождаться из пепла. Иначе жизнь на Земле будет окончательно уничтожена кем? Вами. Потому что вы выбираете путь развития. Есть путь деградации, есть путь вспомнить, кто ты такой, вспомнить забытое прошлое, жить настоящим, но строить лучшее будущее. Вот и весь секрет. И идем дальше, продолжаем серию вопросов от Надежды. Виктор писала вам на сайт, но ответа не получила. Куда можно писать для общения? Я живу в Белгороде и хотела бы встретиться с вами. Как это сделать? Зайти в интернет, найти как бы мои группы в любом соцсетях, на Рутубе, ВКонтакте. Посмотреть для начала 500 видео моих, а там их уже 600, по-моему. И вот это и будет вам 600 встреч со мной. Вот когда вы их посмотрите, тогда будем говорить о встрече со мной, потому что зачем она вам нужна-то, с какой целью? Чтобы мои видео посмотреть? Так они открыты в интернете. И все, кто пишут на сайт, я всем отвечаю. Значит, вы не туда писали. Значит, пишите в социальных сетях. Везде вбейте Виктор Максименко, вы ищите. Или группа Народная академия наук. Все открыто, есть там ссылки на Народном славянском радио. И вот эта реплика про Белгород была не от Надежды, это была ошибочка небольшая. Это было просто вот написано, наверное, человек не подписался. Ну, в общем, ответ мы дали. Следующий вопрос пишет Надежда. Что происходит с душами умерших на земле жителей расы и других? Ну, это отдельное видео про смену мерности. Смотрите Народное славянское радио. Есть 3 суда. Могу коротко напомнить. Первый суд совести. Потому что всех нас ждет смена мерности. Чего вас всех ею пугают? Зачем пугают? Чтобы выработался страх. А все на самом деле очень просто. Когда тело отработает свой ресурс, вы пройдете свой путь, будет смена мерности. То есть костюм останется на земле, а душа отделится. Вопрос, что происходит дальше? Дальше происходит 3 суда. Первый суд совести. Он идет примерно до 3-го дня. То есть душа ходит по местам своего жительства и сама себя судит. Почему это такой так называемый страшный суд? Потому что вы судите себя по своим поступкам, деяниям на протяжении всей жизни. Почему надо там зеркала занавешивать, чтобы не увидеть эту душу, как бы. И она посещает все места своего жительства и сама себя судит, как она себя вела на земле. То есть это примерно вот 3-й день. Где-то на этом этапе проходит этот суд совести, а потом как раз с 3-го по 7-й, где-то тут, с 3-го по 9-й даже, душа поднимается наверх, если она легкая, если нет никаких преступлений, страшных грехов, душа поднимается наверх. Она поднимается по вот этим силовым линиям магнитным Земли, потому что над нами, в озоновом слое Земли, существует мир славе, откуда пришли славяне на поверхность Земли. Это мир летающих городов Олимпов, округлых летающих искусственных магнитных платформ. Там живут наши более духовно развитые предки. Вот вы туда приходите, и они вас спрашивают. Они задают в принципе один вопрос. То есть мы тебе дали возможность познавать этот мир. Твоя задача была получить опыт души, потому что он все равно часть опыта родового, и продолжить свой род, продолжай свой род. Почему? Тебе что дали эту возможность, и ты должен был дать эту возможность таким же представителям твоего рода. А это одному человеку невозможно. Для этого нужна пара. Но для того, чтобы души из одной линии и другой получали опыт, получается, надо 2 мальчика и 2 девочки. То есть это базовый минимум, как любят многие говорить, для тех, кто вообще считает себя хоть чуть-чуть человеком. Это получение собственного опыта, но с
продолжением собственных родовых линий. Это 2 мальчика, 2 девочки. И вот предки тебя спрашивают в мире славе, ну, 2 мальчика, 2 девочки, где? А ты им рассказываешь, ну я бухал это, там, пробивал до каждый день, там еще что-то делал. Они говорят, нам это не интересно. Ты понимаешь, тебе дали возможность получить опыт. Ты дал возможность, чтобы жизнь на земле продолжалась. Все, там других вопросов не задают. То есть ты там отвечаешь, расскажешь, что ты там делал. Тебя предки как бы оценили твою деятельность. Что происходит дальше? С 9 по 40 день тебя отправляют в мир праве. Вот этим магнитным линиям ты дальше идешь. И попадаешь по магнитным линиям Земли в центр Земли, в центральное светило. А там тебя ждут боги. Боги тебя опять же спрашивают, ну ты свое предназначение выполнил. Вот это свое предназначение люди узнавали по дате рождения. Почему у славяно-арийских народов развито наблюдение за природными циклами? Потому что там астрономия, астрология и как раз предназначение человека. Тот договор, с которым он пришел в этот мир по дате и времени рождения. То есть они все это объединяют, говорят, ну давай, рассказывай, как ты там поступал, продолжил род, как ты там выполнял свое предназначение. Ну, они понятно, что все это знают и без тебя. Просто как бы рассматривают это с твоим участием. И после рассмотрения это с твоим участием, опять же говорят, ну смотри, у тебя такой уровень духовного развития, ты так-то поступал, то есть вот тебе варианты, что будем делать дальше. Либо ты идешь, ты там отлично жил, все задачи выполнил, духовно развился, давай теперь ты в мире славе воплотися. Будешь там, потому что в мире славе у нас живут кто? Герои и полубоги, ну и боги чуть-чуть. Понимаете, в чем дело? То есть, если вы тут героически жили, духовно развивались, потому что мы из мира славы приходим в этот мир, чтобы делать его лучше. Да, есть души, которые идут из земного мира, из животных, становится как бы человеческое тело, получают, их таких много. Но если те, кто приходит из божественных миров, чтобы своей высокой энергией подтянуть земной мир божественного. И потом уже в как раз в центре Солнца решается, что с вами дальше делать. Потому что это и хороший. Это вариант называется по-хорошему. Вариант называется по-хорошему. Ну, можно и по-плохому. То есть, если вы в вашей жизни, вы человек, но почему-то решили повторять деяния бесов, нелюдей, нежитью, демонов, вы взяли какой-то грех на душу, причем много даже, то вы с этой тяжестью даже не подниметесь в мир предков. Вы пройдете вот это суд души и попадете в пекло. Потому что, ну, если душа тяжелая, она не поднимается, она что? Опускается. А пекло, демоническая цивилизация, я сказал, у нас есть за огненной рекой, как раз вот это на глубинах 210-330 километров огненная река, центр гравитации. И туда, и там живет пекельная демоническая эта цивилизация, привыкшая к таким условиям. И туда опускаются души людей, которые отказались от человечности, взяли тяжелые грехи, которые невозможно отработать. Они уже никаких там суды предков, суды в центре земли не проходят, потому что, ну а зачем? Они и так там накосячили выше крыши. И они опускаются в пекло, там и пребывают. С них выжигаются их грехи. Потом, ниже пекла, есть цивилизация чистилища. То есть в теории эти грехи можно выжечь. Ну, в теории. Не знаю, сколько на это надо времени, в теории. 100 лет, 1000 или миллион, вообще без понятия. Но в теории, если грехи эти все-таки выжили из вас, то вам как бы куда? Куда дальше из пекла? Сразу на землю, ну, не подойдет. Все равно ситуация тяжелая. Там, поэтому ниже пекла существует цивилизация чистилища. То есть, ну, чисто по названию чистят эти души. Чтобы они могли убрать все эти тяжелые последствия для того, чтобы получить там второй шанс, например. Вот эта цивилизация, там уже тот легендарный ледяной барьер. Потому что многие там рассказывают, ледяной барьер, где этот ледяной барьер? Он как раз в глубинах Земли. Потому что даже по комедии Данте, как он там путешествовал под землей, у него самый нижний круг ада, он ледяной.
То есть верхний как раз огонь, а нижний лед. Там вморожены души как раз, которые не имеют возможности как бы очиститься. Но если все-таки в теории там выжили, какая-то возможность отработать появилась, то перемещается в эту цивилизацию чистилища, там опять же на протяжении какого-то периода эту душу чистят, и потом она теоретически опять попадает на Солнце, где с ней опять же разбираются отдельно. То есть куда ее там направить, что, дать ли ей второй этот шанс. То есть потому что идет как бы отбор, кто способен развиваться, кто не способен. Потому что к Богу есть два варианта пути. Здесь можно развиваться и самому становиться Богом, сотворцом. А можно, конечно, разрушаться вплоть до атомов. Но так работает система перерождения душ. Ну, как бы, если вы супер круто развились, прожили там и в мире славе там хорошо развились, вам же надо, суть в чем? Надо активировать вот эти 16 энергонов. А для того, у нас на Земле мы можем активировать только 3 на 3, то есть 9. В мире славе, грубо говоря, 12. И в мире праве 16. Когда мы активируем 16 энергонов, то есть вы там по пути сотворца идете, становитесь Богом, то активируя 16 энергонов, вам уже земной план не подходит, потому что все, вы его переросли. А с 16 до 256 энергонов это Солнце наше, ну, видимое, ярило Солнце. Вам надо отправляться туда и там быть уже духовно развивающейся солнечной личностью. Кстати, эти личности тоже следят за нами на Земле и являются нашими духовными наставниками. Мы просто их теперь не слышим, потому что мы ж с головой не дружим. А не дружим с головой, не можем выйти в душу. Не можем выйти в душу, не можем из души попасть в дух. А вот этот дух, это как раз ярило Солнца. Потому что вспоминайте, в сказках богатыри обращаются к Солнцу, там спрашивают у него подсказки. Ну, вот это как раз связь со своим духовным наставником, который, может, когда-то жил и на Земле. Ну, вот так вот развивается. Потом, чем больше у вас энергонов, тем больше вот этих чакр, тем выше вы становитесь. Почему? Высокий рост постоянно. А мы делали видео отдельное про жителей Солнца. Там житель Солнца это 50 метров роста. Ну, по земным меркам. Плюс возможность же принимать как энергию плотную нашу, физического тела, так быть и просто светом. То есть вокруг, все вокруг нас, даже материя, это тоже свет, только, грубо говоря, низковибрационный. Вот и все. Вот это такой путь души. Снизу души идут из материального мира, как я и говорил, что сначала вы там камешек, потом вы там растение, потом животное, потом как бы человек. Ну, таким как раз нужна помощь душ из высшего мира. Вот тут мы соединяемся, души низшего и высшего миров. Но есть разные периоды, и вот в наш период нам повезло, говорится, получить опыт прямого общения с демонической цивилизацией, которая тут буянит давно. Почему повезло? Потому что, грубо говоря, год жизни во времена перехода – это как 1000 лет жить на Солнце в райских условиях. Ну, вкратце, вот такой вот путь души. Благодарю, Виктор. Идем дальше. Александр Геннадьевич задает вопрос. У меня 4 положительное, то есть искусственно выведенное. Печально. Ну, принятое от предыдущих поколений, скорее всего, да. Потому что, почитайте науку, 4 группы существовать не может. Их представители появились позже всего на Земле, их меньше всего. Ну и опять положительно это еще нормально, это поверхность Земли. С отрицательной практически нет, потому что это выходцы из пекла напрямую. Потому что минус это под поверхностью Земли появляется. Ну даже за огненной рекой вот это. Это данные науки, это как бы понимание, кто откуда. Юмор же в чем? Я могу немножечко как бы скрасить ваше заблуждение. Что путь духовного развития и становления Богом, сотворцом, открыт для всех. Он даже роботам открыт, который скоро появится в большом количестве.
Проблема только в том, что никто идти по нему не хочет, потому что это надо работать над собой, становиться человеком, понимать, кто ты, где ты, вести себя во всех деяниях как человек. Вот же в чем проблема. Проблема не откуда он кто-то появился, проблема в том, как он себя ведет. Потому что, опять же, еще одно заблуждение давайте разрушим. Кто круче? Чистокровный белый человек, там, с голубыми глазами, блондин, там, 2 метра роста. Он чистокровный. Он родился и начинает бухать. Или лучше, например, житель Африки, который родился в Африке, стал врачом и помогает другим. И у него семья, дети, как продолжение его рода. Так кто лучше? Ну, конечно, лучше африканец, потому что у него талантов, может, и немного, но он ведет себя как человек, он развивается, он продолжает свой род, помогает другим. И чистокровный, но он является удобрением для сатанистов. Ну, так кто лучше-то? То есть база рождения — это, наоборот, большая ответственность. Вот в чем разница. То есть чем больше у вас талантов, тем больше ответственность за ваши поступки по жизни. Если вы родились человеком, а ведете себя как демон, ну так вы демон. Какая разница, что там у вас в основе? Если вы родились демоном, а ведете себя как человек, потому что человек — это уровень духовного развития. Есть уровень духовного развития человек, люди, житель. Вот почему есть такое слово «житель». Живет потребностью тела. То есть у него главные — это базовые чакры половые. Это ж не значит, что он живет в половом разгуле. Это значит, что у него есть семья, есть 4 ребенка как продолжение рода. И он как бы живет, обеспечивает семью и духовно развивается. Вот это житель, живущий потребностями тела. Вопрос, кто из вас живет сейчас потребностями тела? А это живая еда, живая вода, образование, дети продолжения рода, живое место жительства, соединение с другими видами людей. Ну, мягко говоря, мало кто. Ну, есть, но мало. В наши темные времена мало таких. А если вы не живете потребностями тела, вы кто? Вы нежить. Ну, тогда у вас другая система. Там уже будут бесы, демоны. Вот это вы в этой системе находитесь. Все. И меня там часто спрашивают, а как к вам приехать? А зачем вы мне нужны или другим общинам вообще нужны? Чтобы вы принесли свое разрушение к нам, оно нам и даром не надо. Если вы созидатель, так созидайте там, где живете. Вот и весь секрет. Ну, в принципе. То есть людина — это опять же, уровень духовного развития на уровне сердца. Сейчас как раз эпоха волка началась эпоха волевых людей, которые заботятся о своем стае, очищают лес, охраняют его. Уже вибрации не животные, а уровень сердца, души. Вот это людина. Ну так у него уже 8 детей. И все остальное. Там живая еда, живая вода, развитие. Об этом рассказывать другим. Человек — это уже родовой круг, 16 детей. Детей как продолжение рода. Потому что детей может быть и миллион, но ни один из них не будет продолжением вашего рода. Опять же, тайны крови смотрите. Ну, над всем этим как раз Аз стоит. Бог, живущий на земле, который приходит, чтобы вам напомнить, как это работает. Как раз из мира славе или из мира праве, если ситуация совсем уже грустная. Так что я надеюсь, я ответил на вопрос там человека. Идем дальше. Александр Геннадьевич общался с воцерковленным знакомым. Только коснулись данной темы, с человеком сразу стало невозможно беседовать. Все обесценивается и поднимается насмех. Ну, как вы поняли, человек — это особая форма развития. А с кем бы вы ни беседовали, в каком бы он там ни находился, кем бы он ни был, есть разные уровни духовного развития. То есть, если вы, я говорю, житель, людина, человек, вы идете по развитию вверх. То есть, становитесь сотворцом, Богом, ну, живущим на земле. А все остальные разрушаются, себя и других. Только на разных уровнях. Поэтому нет зависимости, где он там, в чем находится, не находится. Это совершенно
как бы не с этим связано. Это связано с куда направлены действия. Но опять же, обратите внимание, организация СС, ну, товарищи нацистов, ну, я надеюсь, в России запрещенная, они как ходили? Все в черном. Организация ИСИС, ИГИЛ в наше время, я надеюсь, в России она еще запрещена, она все в черном. Представьте, такая температура на Ближнем Востоке, они все в черном. И это я к чему? И в организации СС, и в ИСИС там две буквы зло. Вот это С как доллар. А С это слуги сатаны. Я к тому, что слуги сатаны всегда ходят в черном, когда даже в этом нет потребности. Вы об этом-то подумайте хоть иногда. Тем более, когда видите такие образования, военные, полувоенные, или просто, которые занимаются стерилизацией человечества. Поэтому думайте, понимайте, кто вы, и понимайте, кто перед вами. Отсюда и любовь. Любовь эти люди боговедают, понимают причинно-следственные связи. И если вы хотите сделать мир лучше, многие начинают обходить, кому-то что-то там рассказывать. Да ну им не надо. Рассказывайте тем, кому надо. Интернет вам в помощь, и там и найдутся те, кому нужна ваша информация. А убедить окружающих можно только одним путем. Своим личным примером. Никакое слово вам не поможет. Только ваш личный пример. Ну и становитесь лучше. И другие за вами будут повторять. Да, не все. Ну так, организуйте себе там живую воду, живую еду. Выполняйте свое предназначение. Изучайте прошлое. Ну так, смотрите, с какое поле деятельности. И у вас же есть свое предназначение. Узнайте его, примените. Ну что мешает-то? Ну, откажитесь от всяких разрушающих факторов, ну и время найдется. Уберите средства массовой идиотизации. Ну, Народное советское радио смотрите, там куча полезной, интересной информации. Архив наш встреч там уже, наверное, тоже, наверное, штук 50, а то и больше. И везде там уникальная информация, которую, ну, трудно найти в нашем мире, как бы, которая идет к самоликвидации. Ну, если кто-то хочет самоликвидироваться, нельзя таких тянуть, хватать там за рога, копыта, кричать: вы идете в пекло, куда вы? Ну, они выбрали свой путь, ну, пускай идут. Хотите сделать лучше, хотите показать другой путь, пожалуйста, своим примером. В практической жизни, ну и в интернете. И тогда это правильно. Если вы хватаете кого-то за рога с копытами, кричите: вы не туда, так вы становитесь таким же демоном и бесом. Вот и весь секрет. Ну, я надеюсь, на вопрос я ответил. Идем дальше. Ник такой настройщик. Здравствуйте. Как думаете, сейчас возможно определить количество энергонов? Вряд ли у многих будет 16-ричность. Все возможно, если есть желание. Сейчас даже появились такие программы специальные. И вы можете сфотографировать человека, и он покажет, кем он является, какие генетические линии в нем. Соответственно, можно посчитать количество энергонов. Очень даже полезная штука, всем советую. Ну, в основном работает, 90% по мне она работает. Это очень хороший результат. Вообще, генетика плюс поведение, и сразу понятно, кто перед тобой. Идем дальше. Ну вот ты уже заочно ответил на вопрос. Инну звали человек, который спрашивал, возможно ли приехать. И она спрашивает, а почему нельзя приехать? И говорит, что смотрела твои видео. Вот. Если бы мы видео смотрели, то ехать никуда не надо. Где родился, там и пригодился. А про Белгородскую область, это у меня написано, местоположение Белгородской области. Вы, наверное, и прочитали. Хорошо. Ну, короче говоря, ехать никуда не надо. Наведите порядок там, где живете. Я сам к вам приеду. Посмотрю, как вы развились. Хорошо, идем дальше. Реда пишет, а есть же люди с черными глазами, то есть совсем черными. Кто они?
Ну, там, как мы видели, люди с черной кровью есть. Они утверждают, что они вообще с подводной цивилизацией. Ну, черное значит мало света, вы же понимаете, да? А это значит либо под водой, либо под землей, где света нет. Примерно так. Эти, что с черной кровью, утверждали, что они из-под глубин воды. Так что, плюс, опять же, вот этих гибридов рептилий и обезьян, у них тоже глаза полностью черные, но они большие. То есть это серые так называемые. То есть они получили серые вороги этой. А почему серые? Потому что, чтобы принимать универсальный цвет кожи других наций. Нация — это наша ци, как бы, наша энергия. Ну, у каждого народа своя. Они, так как они в том числе и в космосе, ну, предназначены для путешествий в космосе, в летающих этих аппаратах, у них тоже темные глаза. Но опять же, это жизнь под водой, под землей, космическая жизнь. Почему глаза такие темные могут быть полностью? Хорошо, идем дальше. Что-то у нас тут поднавалило, как говорится, вопросов. Явамак Попов пишет несколько вопросов. Наверное, будем читать их по очереди. Первое. Первые 9 энергонов как развиваются в явьем мире? Ну, они базовые. Это просто, грубо говоря, научиться быть человеком, есть, жить, спать. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, как развивать энергоновые системы? Они включаются. Это как фактически, смотрите, энергоны — это как, можно назвать эти как чакры. Потому что у нас чакр же 9 основных, а 7 это как раз те соединения, на которых мы стоим. Это ж ноги наши. А есть 7 в будущем. 9 плюс 7 будет 16. Поэтому надо помнить прошлое, вот эти 7 поколений, на которых мы стоим, а потом уже остальные чакры развивать и становиться выше, больше. То есть фактически энергоновая структура, она связана с чакрами. То есть там какая-то информация из прошлого уже нам заложена, потому что вот эту всю информацию, что я вам рассказываю, она что есть у вас, она есть в душе и в сердце. Почему многие источники в районе души и сердца рисуют вам книгу или голубя. То есть голубь — это образ, глубинная информация. Ну и книга — это как раз те знания, с которыми мы сюда приходим. Они есть база у нас какая-то, как минимум. Ну, вот это базовая информация для жизни на Земле. А потом уже у всех как бы развивают свою энергоновую структуру, осваивают свои миры, и идут все по своим направлениям. Поэтому, как вот это вы спрашиваете, 9 энергонов — это все равно, что 9 чакр, которые мы развиваем. И там каждая чакра отвечает за свое. То есть первые 3 как бы это животные инстинкты, потом следующие 3, ну кто-то 3, кто-то 4, это как душа, духовность, как бы сердце. А потом идут высшие чакры, там 7, 8, 9. То есть это чакровое строение человека фактически. И вам оно известно как квадрат Пифагора. Хотя он не совсем точно, потому что есть квадрат Пифагора физического уровня, есть духовно-душевного. То есть видимые последствия, невидимые. Поэтому, например, в славянском гороскопе их всегда 2. А в тех гороскопах, что у нас переняли, но не поняли, что там заложено, в них всегда 1. И вот там мы смотрим, с чем вы пришли в этот мир, ну а что надо развивать. Ну, так что все на самом деле очень просто. Второй вопрос Явамак Попов задает. Отдельные видео у вас на эту тему есть? И отдельные встречи на Славянском народном радио есть. И отдельные видео есть, ну, на Рутубе, на ВК, Народная академия наук. Набирайте, найдете. Или Виктор Максименко, все равно найдете. И третий вопрос. Назначение каждого из 9 энергонов, оно какое по порядку от первого? Такой вот третий вопрос. Не, ну мы не будем рассматривать. Энергоны, чакры, они вообще связаны напрямую тоже. Понимаете, в чем дело? То есть можно сказать, что 9 энергонов — это 9 чакр.
Вот у каждой чакры свое назначение. У первой чакры какое назначение? Связь с Землей. Вторая чакра половая. Ну, связь с другими людьми на нашей Земле, привод в наш мир новой жизни, она же финансовый канал. Поэтому у кого там половой разгул, он свой финансовый канал со временем теряет. Опять же, все не просто так. Третья чакра – это жизнь. У женщин своя, у мужчин как бы своя. Четвертая как раз ближе к груди. Пятая – это сердце. У женщин наоборот, это печень. Почему женщины не способны любить? Они как бы все через печень проходят, через вот это там, что ты мне можешь дать. А мужчины способны любить, потому что у них пятая проходит через сердце. У нас же у мужчин информация идет из космоса, а у женщин от Земли, отсюда она перевернутая. У них пирамида как бы стоящая основанием на Земле, а у нас наоборот основанием из космоса. Потому что у каждого своя работа. Поэтому мужчина там говорит, я там ищу любовь, а женщина говорит так, дом, квартира, машина, зарплата, что там у тебя есть. Вот это вот пятая чакра через печень проходит. Поэтому они не способны любить, ну, обычно. Им надо это развивать. У них это шестая чакра на сердце. И так и дальше. Седьмая это как раз горло, рассказывать. Связь как раз с духовным покровителем. Восьмая видеть всех насквозь. Как раз нарабатывается в том числе духовным развитием, положительными поступками. А девятая это как раз родник, связь с высшими энергиями, откуда мы получаем информацию для жизни, имеем связь со своими духовными покровителями. Потому что мы часть какой-то большой системы родовой, которая называется дух. Ну, это как бы в физическом плане есть примерно то же самое в духовном плане. Ну, это видео надо смотреть, потому что это же очень много информации. Смотрите видео встреча до этого. Устройство человека. Идем дальше. Монарх задает вопрос. У кого из богов серебряные глаза? Честно говоря, не интересовался. Вы сами можете стать богом, если у вас есть серебряные глаза. Потому что, ну, бог это просто более как бы духовно развитая личность определенного уровня. Это мы тут и пришли все стать сотворцами, богами, творцами своих миров. Вот и весь секрет. Тут вопрос, я думаю, с подвохом. Я вообще сомневаюсь, что у Бога есть глаза. Не, ну если имеется в виду, что глаза это зеркало души, ну душа есть у всех, и у Бога в том числе. Какого бы высокого уровня он не был. Да, да, только он видит, но видит он не глазами уж точно. Ну, И, да, и не машет руками, и не бегает ногами. Да. Не, ну найдите какую-то звезду на небе, у которой такое излучение. Вот вам название Бога с серебряными глазами, пожалуйста. Да, да. Простите, Ну, идем да. дальше. Понятно. Варвара. А есть у меня знакомый блондин с голубыми глазами, 2 метра. Демон демоном, живет с подселенцем и знает, и сделать ничего не может. Вот парадокс, у меня тоже были такие знакомые, ну просто деградация на лицо. А голубые глаза высокие. Не, ну так почему ж серые живут между всеми видами людей по земле? То есть это может быть просто демон от рождения. Просто, опять же, почему они делали на основе рептилий и обезьян? Смесь рептилий с обезьяной позволяет повторять любую форму жизни на Земле. Быть похожей. Потому что, представьте, вы увидели перед собой рептилию. Ну, ваши действия. Кто-то бы испугался, кто-то убежал, а другие бы воевали до победного конца. А когда перед вами существо на вас внешне отдаленно похожее, ваши действия, вы ничего не будете делать. Ну уж отдаленно, но похоже. Но людьми-то они не являются, а являются демонами, да и бесами. И опять же, вы то же самое, родились человеком, но решили передать свое тело другим бесам и демонам. Что для этого надо? Пожалуйста, наркотики разрешенные, запрещенные, алкоголь, сигареты, средства массовой диетизации. Оно же направлено в неправильное питание. Они же направили все на одно, чтобы вы, как бы душа не захотела жить в этом теле. А тело освобождается, ее займет душа из демонического мира. Как вы говорите, подселенец.
Ну, то есть ослабьте свою энергетику, впадайте в негатив, и вашим телом воспользуются все, кому не лень. Из демонического мира. Поэтому всегда я говорю, пребывайте в нейтральном состоянии духа или в позитиве, несмотря на ни на что. Иначе, когда вы ушли в негатив, все, вы являетесь донором, вас будут сосать эти энергетические вампиры, а при первом любом случае займут ваше тело. Все. Аналог это биороботы. Как раз они имеют внешний вид, похожий на человека, там может быть хоть блондин двухметрового роста, это не важно. Они просто имитируют внешнюю похожесть. То есть два варианта. Либо вы передали свое тело, либо это просто биоробот. Больше ничего там нет. Но внешне на вас похожи. Да, есть еще такой эпитет. Бросьте вожжи управления вашим конем, ну и узнаете, как он вас повозит. И по земле, и по воде. Следующий вопрос задает Евамак Попов. Вот он послушал, что ты ему ответил. С 1 по 9 привязка к базовым чакрам понятно. Благодарю. А энергон с 10 по 16 тогда какое назначение имеет? Ну, а там как раз божественные эти миры открываются. То есть, когда вы уже выходите на уровень этого аса, Бога, живущего на земле. Ну, в принципе, сегодня вам это, мягко говоря, не нужно. Потому что таких-то людей на планете нет. Ну, на поверхности. Иначе бы мы жили в других условиях. Там открываются те свойства, которые позволяют вам быть как бы Богом фактически. И организовывать большие массы народа. Ну, становиться сотворцом. Творить свои собственные системы. Поэтому они, мягко говоря, есть их описание, но оно просто никому не нужно, потому что вы их нигде не примените. Хорошо, вот Реда еще написал вопрос, наверное, он заключительный. А если на позитиве они не могут проникнуть? Нет, конечно, уровень вибрации. Это все равно, что вот у вас позитив, это, грубо говоря, вот эти 16 активных энергонов, да? И они настолько позитивные, мощные, что они все зло выжигают. В том-то и дело. Чем выше у вас вибрация, тем больше она выжигает зло. Потому что зло не переносит любовь, позитив, высокие вибрации, развитие. Оно от него просто умирает. Потому что, ну, это как, грубо говоря, зло там, это вибрации до 400 Гц, ну, грубо говоря, да, а у вас вибрация там 3 девятки. Вы все выжигаете, понимаете, в чем дело? То есть почему вы как горите для других, как солнце. Для кого-то вы несете тепло и развитие, а кому-то вы несете выжигание. Почему, когда бесы и демоны сталкиваются с позитивными людьми, они просто не выдерживают с ними рядом находиться. Вот там как пример мужчины, который там кому-то что-то пытался рассказать. Если вы на позитиве, то бесы и демоны этого не выдерживают. Вы к ним должны с негативом прийти, рассказать, что вы там, сколько, какое дно пробили, сколько набухались, там, сколько там обслужили клиентов в половом разгуле. Тогда они вас с удовольствием примут. А когда вы там начнете про позитив рассказывать, как вы там сделали себе живую еду, живую воду, там дом живой построили, там научились чему-то лучше, стали лучше, тогда, конечно, это ужас какой. От вас будут эти демоны и бесы разбегаться в разные стороны. Вам энергия ваша никак не подойдет. Поэтому вас всегда что? Опускают. Вы откройте средства массовой диетизации. Ну, что там рассказывают? Как кто-то там что-то намолотил, заготовил, стал лучше. Убили, изнасиловали, война, грабеж, упадет метеорит, вы утонете, вас зарежут. Ну, а зачем столько-то негатива? Может, хотя бы 50 на 50? Ну, потому что задача, чтобы вы не поднимались с уровня удобрений. Нежить, нелюдь, бес, вот там и оставались, в негативных вибрациях. Поэтому я, например, уже не смотрю давным-давно эти средства массовой диетизации, куча времени. Можно узнать что-то новое, найти, что тебе интересно. И нет смысла тратить время и свою энергию. То же самое, те же развлечения, понимаете, низковибрационные. Там 22 миллионера гоняют мяч, а миллионы дурачков болеют.
ну, как бы, ну, не очевидно, да? А потом, когда придет какая-то болезнь, все прибегут к врачу. Скажут: врач, спаси нас. Так у врача зарплата 35-40 тысяч. А у футболиста 40 миллионов. Ну так и идите к футболистам, решайте свои проблемы. Потому что вы же им энергию свою отдали. Вот обращайтесь к футболистам, к артистам. Скажите: решите мне одну проблему, вторую, третью, десятую. В том-то же дело, что в демоническом мире врач, учитель, там, военный, он никому не нужен. Поэтому у них там все по минимуму. А нужна развлекаловка, всякая дурь, которая что? Распространяется, усиливается на государственном уровне. И так во всех демонических государствах мира. Вот и весь секрет. Ну что тут элементарно. То есть все настолько элементарно, что это понятно и ребенку, и котенку. Вот и вопрос к вам. Вы-то почему не ведете себя как люди? А если ведете, ну молодцы, значит сделайте мир лучше. Останется возможность, как бы, чтобы жизнь на земле выжила и продолжилась. Вот и весь секрет. И по вам будут ориентироваться другие люди. И будут за вами повторять, за вашим примером. Благодарю, Виктор. Вопросы у нас, наверное, сегодня все. И по завершению нашей программы наш гость всегда желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Желай. Желаю всем вспомнить основы мироздания. Многие ищут основные, как бы, принципы, русские принципы ищут, но он давно, как бы, сформулирован, что живите как бы так, чтобы помнить своих богов, они же предки. Боги — это как раз силы природы. Наши предки тоже развиваются, становятся звездами, даруют свои системы, новую жизнь. Поэтому живите, чтобы вспоминайте богов и предков своих, живите по совести. Совесть — это как раз совместная весть со всеми живущими до вас родами. Вы так поступаете, ну, делайте свои поступки такими, чтобы вы знали, что вы делаете это перед всем своим родом. Ну вот живите, помните богов предков, живите по совести и в гармонии с природой. Потому что природа — это и есть тот Бог, Создатель, главный Бог единственный славян, род, то есть это взаимодействие мужских и женских энергий, которые дают целостную систему. Почему главные наши слова: природа, родина, род, народ, опять же, три единства это, знаменитое для всех. И когда вы будете помнить богов, своих предков, все свои поступки совершать по совести и жить в ладу с природой, а вы часть этой природы, ну, тогда все станет на свои места. И никакой бес и демон с вами ничего не сделает, потому что вы хозяин этого мира. А все эти бесы и демоны здесь находятся, чтобы вы научились быть человеком, сотворцом, прошли эту базовую школу, помогли низковибрационным сущностям своим примером, и мир стал лучше, при том, что времена тьмы закончились. И сейчас идут времена, эпоха волка. С 2012 года вам известно, там какой-то переход вы слышали. Ну, вот это переход эпохи волка, 1620 лет. Волк — это волевые люди, которые уже работают на уровне чакр сердца. То есть это душа, сердце, воля, защита своей стаи, самим быть санитарами леса своим примером. Ну, соответственно, и другим не давать дремать. Поэтому пришло наше время возрождения из пепла. Для этого надо всего лишь стать снова людьми, человеками, жителями. Ну, если невозможно все сразу, ну хотя бы в какой-то части жизни. Поэтому благодарю всех за внимание. Тоже делитесь этим видео, чтобы другие о нем больше узнали. Информация распространялась. Благодарю тебя, Виктор, за сегодняшний эфир. И завершая сегодняшний эфир, хочется напомнить каждому зрителю, что независимо от того, откуда мы произошли, главное наша общность и стремление двигаться вперед вместе. Мы все дети одной планеты, несем ответственность друг за друга и за будущее поколений. Пусть наши различия не станут источником вдохновения и толчком к новым открытиям, а ощущение единства сделает мир добрее и счастливее.
На этом наш эфир на тему «Мы все пришельцы» завершен. В гостях был Виктор Максименков, Алексей Щербаков вел эфир, а за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Оно действительно сегодня было очень активное. Благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч, оставайтесь с нами. Будет еще много интересного вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.